О том, что это за приложение, я расскажу чуть позже, а сначала я хочу поделиться с тобой способами оптимизации и прокачки операционной системы Windows, которые сделают твою работу или отдых за компьютером удобнее и приятнее. Все, о чем будет сказано в этом видео, я использую лично сам, поэтому на 100% уверен, что все сегодняшние изменения ты оценишь. Не буду больше затягивать, меня зовут Земи, приятного просмотра. Прокачивать винду я буду с нуля и начну с оптимизации системы. А если быть точнее, то создание точки восстановления. Не спеши пропускать этот шаг, поскольку если ты захочешь вернуть все как было, то гораздо проще будет сделать это в несколько кликов, чем пытаться вручную вернуть все обратно. А даже если и не захочешь, то полное сохранение настроек системы точно не будет лишним. Есть два варианта, как это сделать. Через поиск, написав создать точку восстановления, либо же через окно выполнить командой sysdm.cpl, которую ты можешь найти в описании под видео. В любом случае, во вкладке защиты системы выбери диск, желательно тот, на который установлена система, и нажми «Настроить». В открывшемся окне выбирай пункт «Включить защиту системы» и максимальный размер места на диске для точки восстановления. Я выберу 10% от всего объема хранилища, и этого будет более чем достаточно. После нажимай «Создать», обзывай точку так, как она этого заслуживает, и теперь в любой момент по нажатию всего нескольких кнопок ты сможешь вернуть свою систему в исходное состояние. Следующим шагом я проверяю систему на наличие битых системных файлов, и если такие есть, восстанавливаю их. Сделать это проще, чем кажется. Для этого достаточно запустить командную строку или PowerShell от имени администратора и прописать команду sfc/scannow. После того, как программа завершит свою работу, нужно перезапустить систему, чтобы изменения вступили в силу. Но мы это сделаем в конце видео после того, как полностью завершим настройку Windows. Чтобы было комфортно играть в игры, нужно много FPS. А чтобы этот самый FPS был, заходи в настройки Hotkey Windows плюс I, далее вкладка Игры и выключай Game Bar. Но если есть желание, то можешь оставить активацию только с джойстика. После переходи в менюшку игрового режима и в подменюшку настройки графики. Тут включай аппаратное ускорение и по желанию оптимизацию в оконном режиме. После всех этих действий твой FPS точно станет выше. Теперь давай удалим весь мусор с твоего ПК. И начать стоит именно с приложений, которыми ты не пользуешься. У меня таких нет, поэтому я просто пропущу этот шаг и сразу приступлю к удалению системного мусора. Делается это максимально просто. Для этого надо вызвать окно «Выполнить» с сочетанием Windows плюс R и прописать команду Clean Manager. В открывшемся окне выбирай диск, который хочешь очистить от мусора, и проставляй галочки напротив каждого пункта. Следующая команда temp, которую также надо ввести через окно «Выполнить», позволит удалить все временные файлы и файлы с ошибками, которые просто занимают место на диске. Если какие-то файлы не удаляются, игнорируй их. Теперь повтори то же самое, но поочередно прописав команды temp с процентами по бокам и prefetch. Также не лишним будет очистить корзину от скопившегося в ней мусора, предварительно проверив, нет ли в ней нужных файлов. Вот столько места на системном диске удалось освободить мне, но возможно эта цифра у тебя будет больше или меньше. Все зависит от количества системных ошибок и того, как часто ты будешь это делать. Напиши в комментариях, сколько удалось очистить тебе, а мы двигаемся дальше. Помимо постоянной памяти в компьютере также есть временная память, она же оперативка. Для ее оптимизации нам не понадобится мусорный софт по типу CCleaner, а нужны только прямые руки и диспетчер задач. Открыв его комбинацию Ctrl-Shift-Escape и перейдя во вкладку «Автозагрузка», надо отключить все приложения, которые не должны запускаться вместе с системой. Это немного ускорит запуск Windows при включении компьютера и не будет нагружать систему огромным количеством неиспользуемых приложений в трее. Также ускорить время стартовой загрузки можно, зайдя в уже знакомое нам окно «Выполнить» и прописав команду msconfig. Тут во вкладке «Службы» нужно прожать галочку напротив «Не отображать службы Microsoft» и отключить все ненужные. Если у тебя не совсем картошка вместо компьютера, то можешь смело выполнять следующий шаг. В противном же случае эта настройка может только ухудшить быстродействие твоей системы, так как компьютер или ноутбук просто не будут вывозить нагрузку. Я говорю про режим максимальной производительности, который по умолчанию скрыт, и для того, чтобы его активировать, запускай командную строку или PowerShell от имени администратора и вводи команду из описания. Теперь переходи в параметры, далее питание и спящий режим, дополнительные параметры питания, и здесь будет тот самый режим, который мы только что активировали. У меня он уже включен, так как именно на таком режиме производительности я использую свой компьютер. Здесь же ты можешь выбрать время, через которое твой компьютер будет выключать дисплей и уходить в спячку. Для каждого эти настройки будут индивидуальны, ну а мои ты сейчас видишь на экране. Теперь давай настроим курсор мыши. Для этого зайди в параметры мыши, кликни на дополнительные параметры и во вкладке параметры указателя сними галочку с пункта повышенной точности. Если говорить простыми словами, то чем быстрее ты двигаешь мышку, тем дальше курсор будет скользить по экрану. Через камеру я не смогу в полной мере показать, как
как это работает. Просто попробуй попользоваться обеими режимами, и разницу ты заметишь моментально. На этом с оптимизацией я заканчиваю, и дальше расскажу тебе, как прокачать рабочий стол. А ты пока можешь поставить лайк и подписаться на канал, если еще этого не сделал. Раньше на моем рабочем столе было большое количество ярлыков и разных файлов, что с одной стороны мне было удобно, поскольку я мог быстро открыть то, что мне нужно, а с другой стороны, когда файлов становилось слишком много, то найти что-то важное среди всего этого с каждым разом становилось все сложнее. Поэтому недавно я пересмотрел способ своего взаимодействия с файлами, и теперь на моем рабочем столе только ярлык «Мой компьютер» и корзина. После того, как все важные файлы с рабочего стола мы перенесли в отдельную папку, а ненужные удалили, можно установить обои. В одном из своих прошлых видео я уже рассказывал, как установить любые анимированные обои, поэтому сейчас расскажу, как установить динамические. Их основное отличие от анимированных в том, что они автоматически меняют свою цветовую гамму в зависимости от времени суток за окном. В этом бесплатном приложении из коробки доступно около 15 тем, а еще более 250 можно найти на сайте, нажав вот сюда. Поскольку большую часть времени за компьютером я провожу ночью, то обычно ставлю темные обои, чтобы при выходе на рабочий стол не ослепнуть. И такое приложение, как WinDynamics Desktop, позволяет мне и наслаждаться красивыми яркими обоями днем, и не позволяет от них же ослепнуть ночью. Теперь давай приведем в порядок панель задач, и для начала удалим вот эти вот иконки, поскольку они совершенно не нужны. Для этого кликай правой кнопкой и убирай тут все галочки. И сразу же можно расположить панель по центру, чтобы было гораздо удобнее открывать приложение. Сделать это можно, открепив ее и в пункте панели выбрав меню ссылки. После этого справа появится ползунок, который нужно перенести до упора влево, и когда он окажется справа, еще раз подвинуть его влево, чтобы все иконки оказались примерно по центру. Чтобы в процессе работы все это случайно не сдвинуть, в меню панели задач сними галки с пунктов «Убрать подписи» и заголовок, а после обратно закрепи панель задач. Правда, у этого метода есть только один недостаток. Все новые приложения будут открываться справа, а не центрироваться, что может мозолить глаз, если ты перфекционист. В таком случае можешь воспользоваться приложением Taskbar X, чтобы после каждого нового открытого приложения панель задач автоматически центрировала иконки. Чуть ли не в каждом втором гайде по прокачке винды на YouTube говорится про приложение MiniBin, с помощью которого можно засунуть значок корзины на панель задач. Я же тебе скажу, как это можно сделать без каких-либо программ и абсолютно с любым приложением. Все, что нужно, это просто перетянуть ярлык на панель задач. И, о чудо, происходит магия вне Хогвартса. Работает это, кстати, только если кидать приложение слева от закрепленных иконок. Если же попытаться сделать это с правой стороны, приложение просто закрепится рядом. Собственно, для этого мы и делали эти значки по центру. Теперь предлагаю сделать панель задач прозрачной, чтобы она не портила вид рабочего стола своим серым цветом. Для этой цели я воспользуюсь приложением Translucent TB. Тут особо ничего настраивать не надо, достаточно скачать его с магазина приложений Windows или GitHub и запустить, чтобы увидеть результат. Translucent TB, как и все утилиты, о которых я рассказал ранее, почти не нагружают операционную систему, так что даже на не очень мощных ПК все должно работать без проблем. Теперь давай настроим меню пуск, а то по дефолту оно выглядит, мягко говоря, паршиво. Для этого кликай правой кнопкой мыши по рабочему столу, дальше в раздел персонализация, и в открывшемся окне слева выбирай меню пуск. Здесь обязательно надо включить пункт «Больше плиток», а все остальное выбирай по своему желанию. Также стоит сказать, что в разделе цвета ты можешь выбрать светлую или темную тему, а также цвет системы на свой вкус. После этого очисти меню пуск от всякого мусора при помощи кнопки «Открепить» и добавь только те приложения, которым тебе нужен быстрый доступ при помощи кнопки «Закрепить». Все приложения можно объединять в группы и давать им название, примерно так, как это сделал я. Чтобы придать немного минимализма, можно уменьшить все иконки, кликнув по ним правой кнопкой и выбрав соответствующий пункт. Если же тебе нужно больше места, то просто потяни за край окошка, чтобы изменить его размер. Также в пуск можно добавлять различные виджеты, и у меня обычно стоит погода, чтобы смотреть ее по нажатию всего одной кнопки. Чтобы сделать так же, переходи в Microsoft Store и скачивай приложение Gizmeteo. В нем нужно вбить свой город, нажать по нему правой кнопкой мыши и выбрать пункт «Закрепить». Точно так же, как и с другими приложениями, у виджета можно менять его размер и расположение. Также я предпочитаю использовать виджеты на рабочем столе, и чтобы их установить, понадобится приложение BWidget из местного Play Market. В нем доступно 6 видов виджетов, но для каждого предусмотрена кастомизация на любой вкус. У меня стоят виджеты времени и погоды, ты же можешь настроить все, как тебе удобно. Также для этой цели ты можешь использовать и другие приложения по типу Widget Pro, но лично мне функционала BWidgets более чем достаточно. Мы уже достаточно прокачали винду, но у нее все еще есть несколько нюансов, делающих взаимодействие с ней не очень приятным. Первое, что меня всегда бесило, это то, что при открытии проводника появляется меню последних файлов, и лично я этим никогда не пользуюсь. Благо, у этого недочета есть очень простое решение. Нужно всего лишь
перейти во вкладку «Вид» и в меню опций выбрать пункт «Мой компьютер». И теперь при каждом открытии проводника будет куда более полезное окно. Если тебя так же, как и меня, бесит эти всплывающие окна при каждом запуске новой программы, то спешу сообщить, что их можно убрать. Но этот пункт делай на свой страх и риск, только если уверен, что запускаешь безопасное приложение. Для этого нужно перейти в свойства браузера и во вкладке «Безопасность» опустить ползунок до уровня средний. Теперь нажимай на кнопку «Другой», ищи вот эти вот два пункта и нажимай «Включить». И еще одна маленькая кастомизация, которую мы сделаем, это изменим стандартный курсор на что-то более красивое. Для этого скачай архив с понравившимся тебе курсором с любого сайта, распакуй его, найди в нем файл с расширением .inf и выбери пункт «Установить». В открывшемся окне осталось только нажать «Применить» и можно сразу же наслаждаться новым курсором. А теперь рассказываю самый секретный секрет. Следи за руками. В 7-й винде была вот эта вот прекрасная кнопочка, называемая гибернацией, и я ей достаточно часто пользовался, особенно когда у меня был только ноутбук. А после перехода на 10-ку я к своему разочарованию не нашел ее, и в случаях, когда надо было на время сохранить открытым приложение на ноуте, приходилось либо ставить его на сон, либо просто не выключать, а оба эти способа не то что прям очень удобны в поездках. Так вот, чтобы это исправить, достаточно создать ярлык на рабочем столе и прописать расположение файла shutdown/h, где h это включение режима гибернации. Дальше пиши абсолютно любое название и чудо-кнопка готова. В свойствах ты можешь изменить значок на любой системный или же вообще поставить свой, указав к нему путь. А чтобы каждый раз не сворачивать приложение для доступа к гибернации, просто закинь ее на панель задач и в любой момент всего в 2 клика сможешь отправить свой ПК немного почилить. А вот теперь самое время перезапустить ПК, чтобы все ранее установленные настройки вступили в силу. Надеюсь, я смог тебе помочь сделать твою машину хоть немного удобнее в использовании. Ведь в этом видосе я рассказал, наверное, почти все, что знал сам и чем пользуюсь лично. Также можешь глянуть другие мои видео по этой теме, влепить лайкос, а также подписаться на этот и телеграм-канал. С тобой был Земи, пока.